Шестой студийный альбом группы Bad Company был выпущен в августе 1982 года. Альбом назывался Rock Diamonds. В моей коллекции этот альбом представлен оригиналом, выпущенным в США. Это все еще запечатанный альбом. Я его купил около 10 лет тому назад, поставил на полку, и вот он у меня простоял 10 лет в запечатанном виде. И мой рассказ сейчас о группе Bad Company – хорошая причина для того, чтобы открыть и послушать этот альбом. Bad Company снова отправили в студию Rich Farm в конце 1981 года, уже со своими демозаписями и идеями для песен. Это, возможно, объясняет, почему каждый трек на альбоме, за исключением одного, является индивидуальной композицией. А в целом альбом имеет очень щепетильный, контрактный оттенок. Инженером звукозаписи альбома был Макс Норман, прославившийся своей работой с Оззи Осборном. Этот альбом стал последним записанным оригинальным составом группы, пока в 1998 году не были записаны 4 новые песни. Семья Роджерса была неподалеку от студии, и Роджерс постоянно уделял ей внимание. Его товарищи по группе оставались в студии, в то время как все более отдаляющийся от группы вокалист отправлялся к семье. Роджерс объяснял: «В то время наступил момент, когда я почувствовал, что группа и ее обязательства полностью завладели моей жизнью. Мне нужно было встать на твердую почву под ногами и провести некоторое время, наблюдая за тем, как растут мои дети. Ни у кого в то время в группе больше не было детей, поэтому они не могли понять, чем я живу или что я чувствую. Я никогда не оставлял музыку, я оставил группу». С самого начала организации записи этого альбома группа испытывала трудности. Их менеджер Питер Грант отказался от сотрудничества с группой после смерти барабанщика Led Zeppelin Джона Бонема в 1980 году. В том же году убийство Джона Леннона заставило группу изменить свое мышление. Да и межличностные отношения между членами группы были в кризисном состоянии. Чувствовалось напряжение и усталость друг от друга. Затем произошло то, что обычно является поцелуем смерти для любой британской группы – ссора и драка между членами группы, между Роджерсом и Барреллом. Семейная жизнь Роджерса и его трезвый образ жизни усугубили растущие разногласия между членами группы. Роджерс вспоминал: «Они все собирались вместе и говорили: не позволяйте Полу видеть, как вы принимаете наркотики. На что я говорил: ребята, я знаю, что вы делаете, расслабьтесь, это ваш выбор. Я не собираюсь стоять на трибуне и говорить всем, что они не могут этого делать. Я просто сам этого не делаю. Вот и все. Мне это не интересно, это никуда меня не приведет». Трек Electric Land, открывающий альбом, был написан Роджерсом и стал самым большим хитом альбома. Он был впервые включен в концертное выступление в недавнем туре воссоединения. Это классика Bad Company с великолепным вокалом и превосходным драйвовым ритмом. Как писал журнал Rolling Stone, на альбоме есть несколько необработанных жемчужин. Electric Land на самом деле открывает альбом на многообещающей ноте, с плотным барабанным тротом Саймона Кирка, наталкивающимся на мрачное настроение песни и леденящий душу койотовый вой Пола Роджерса. Как сингл эта песня успеха большого не имела, сумев подняться в чарте синглов Billboard США только на 74 место. Вторая песня альбома Untie the Knot – единственная соавторская работа на альбоме, ее написали Роджерс и Кирк. Этот трек часто считают одним из лучших треков на альбоме. По мнению музыкальных критиков, следующая песня Nothing on the TV – это не лучший пример работ группы. Как, собственно, и еще две песни этого альбома – Cross Country Boy и Ballad on the Band. Возможно, эти песни служили дополнительным наполнением для комплектности альбома. Я лично не согласен с таким мнением критиков. Еще одна песня Роджерса Painted Face обрела популярность на рок-радиостанциях. А еще на этом альбоме Пол Роджерс фактически исполнил партии соло-гитары в 3 треках. И эти песни ближе по звучанию к последующему сольному альбому Пола Роджерса «Cut Loose», чем к любому из предыдущих альбомов Bad Company.
Другие треки альбома Old Mexico и Kick Down – это типичные истории Мика Ральса с оттенком кантри и вестерна. Песня Racetrack, закрывающая альбом, имеет ритмичную, запоминающуюся и приятную мелодию. «Мы были на грани истощения», – вспоминал Роджерс. «Я не думал, что Мик Ральс пишет те песни, которые нам нужны. Честно говоря, я не чувствовал, что ребята выкладываются по полной. Все время была тусовка». Кирк подтверждал: «Мы решили не работать вместе, потому что были вместе почти 9 лет. Из-за этого у нас были напряженные отношения, и мы уже заработали кучу денег». Давая общую оценку содержимого альбома, журнал Rolling Stone иронично написал, что если и есть на этом альбоме что-то острое, так это зазубренный край обложки альбома. Альбом достиг 15-го места в Великобритании и 26-го места в США. После выпуска альбома Rock Diamonds Роджерс покинул группу, чтобы взять перерыв и в конечном итоге заняться сольной карьерой. Хотя официального объявления сделано не было, выпуск сольного альбома Пола Роджерса «Cut Loose» в 1983 году ознаменовал конец оригинальной Bad Company. Затем Роджерс сформировал известную всем группу The Firm с Джимми Пейджем. И, конечно, в моей коллекции винила есть дебютный альбом этой группы, выпущенный в 1985 году. После ухода Роджерса Кирк, Ральс и Баррелл приняли вынужденное решение реформировать группу и продолжать работать без Роджерса. Надо отметить, что по мнению большинства критиков и фанатов, группа Bad Company без участия Роджерса так и не смогла приблизиться к успеху, достигнутому оригинальным составом. Первоначальный состав не собирался снова до 1999 года, после серии деловых встреч, вызванных смертью Питера Гранта. К сожалению, они записали только 4 новых песни, все они были включены в антологию The Original Bad Company. Как-то Пол Роджерс в разговоре с молодыми музыкантами отметил: «Если вы хотите быть похожими на своих героев сцены, то слушайте не то, как они играют, а слушайте тех, кого они слушали».